Мы снова встретились в моем саду. Всех приветствую, я Светлана. И вы в моем саду, в Киевской области, это Украина. Сегодня расскажу не про эту розу. Это, кстати, роза акварель. Сестричка Августы Луизы. Но про нее в другой раз. Сегодня расскажу вам про гортензию Фантом. Мы узнаем ее основные характеристики, отличительные свойства. Кратенько расскажу о сорте. Узнаем, что, как и почему. Еще раз акцентирую ваше внимание, как сделать так, чтобы соцветия у гортензии оставались такими же красивыми даже при 40-градусной жаре, как у нас было в августе. И полюбуемся, а в конце я вас проведу по этой аллейке, и вы сами без труда уже определите, где же тут среди этих гортензий, не до конца, растет Фантом, потому что это куст не единственный. Любуемся и узнаем что-то новое для себя. Так вот, про гортензию Фантом начну с того, что она была селекционирована в Нидерландах в далеком уже 1990 году. Куст очень устойчивый, и этот сорт из тех гортензий, у которых самые большие соцветия. Не смотрите на мою, что у нее много мелких. Я специально оставила очень много побегов. Мне тут 3 огромных соцветия не нужны. Он полярный медведь у меня упал. Там 6 соцветий, и все упало. Молодой куст еще слабо держит побеги. Так вот, тут мне надо большой куст перед окнами. Поэтому я оставила, собаки на балконе, оставила очень много зеленых побегов. Как нормировать зеленые побеги у гортензии, чтобы были большие, допустим, вы хотите, я вам расскажу в одном из следующих видео. А пока про Фантом. Отличительные признаки. Первое. Лист слегка шершавый, как и у гортензии Фрейс Мельба. Я вам рассказывала. Лист темно-зеленый. Вот тут внизу будете смотреть, вы уже знаете ближе. Лист немножко шершавый, среднего размера, слегка удлиненный, не сильно, темно-зеленый. Побеги. Побеги коричневые, очень устойчивые. Она у меня стоит, арматура композитная, 2 штучки. Уже она хорошо, вот эти вот ни на что не опираются побеги, хорошо держит. Этому кусту 4-й год. Размер еще небольшой, но потенциал огромный. По размеру. Куст гортензии Фантом – это не только соцветия самые большие у этого сорта, и куст огромный. У нас размер забора 2,45 или 2,50, так вот куст будет выше. При хорошем уходе до 3 метров. Заявлено в характеристиках 2,5, но всегда учтите, что куст может быть выше. Если вам слышны шумы, мы закрываем там ворота. Сверлим металл, слышно. Закрываем листами ворота. Окончательные работы проводим. Так вот, куст большой, высоту 2,5-3 метра, в ширину такой же самый. У меня в этом ряду гортензии посажены где-то через 1,40 или 1,60 уже, я не помню. Так вот, до дорожки тут тоже 1,30 м. Я надеюсь, что он у меня на дорожку не выпадет. А вообще куст этот очень мощный, гортензия. Следующее, что
Вчера целый день был дождь. Я не знаю, как у нас вчера осень попугала нас. Было очень холодно, и целый день шел дождь. И мы такие приуныли, сидели, кино смотрели целый день. А сегодня уже что-то можно делать, поэтому я, наверное, мокрая от соцветий. Но соцветия, видите, не попадали. Следующее, что хотела сказать. Отличительные признаки. Про листья сказали, про стебли сказали, про соцветия. У этого соцветия, у этого сорта соцветия весьма необычные, узнаваемые. Ну, раньше я, когда тут проходила, я его с трудом, фантом, находила, только так по счету помню, где-то 3-й или 4-й. А сейчас вам покажу, какие отличительные у него признаки, и вы легко в питомнике, как уже и 4 сорта, мы знаем. Так вот, про соцветия. Соцветия у сорта Фантом, ну вот на этом покажу. Еще раз акцентирую, что у меня они не сильно крупные, но я начеренковала, и на штамбах, я вам покажу видео внизу, огроменные, потому что там их 3, 2, 4, и они огромные, прям вот такие, больше 40 сантиметров, на малюсеньком штамбе, таком полметровом. Вот на этом соцветии. Значит, у Фантома соцветие ширококоническое, конус. Он и в высоту, конечно, нарастает, но у него оно такое ширококоническое. Фрейс мельба более узкая, у полярного медведя как бы округлая. Вот он впереди, я его вижу, поэтому так и обвожу руками. У Фантома более ширококоническая и основное, немного рыхлая. Что это значит? Это значит, что цветочки мы будем видеть ближе. На тоненьких цветоножках они как бы редко. В то же время соцветие набитое, но не такое, как у полярного медведя, что вообще ничего не видно. Одна сплошная масса цветов, вот так как губка даже не сжимается. Тут соцветие сжимается легко. И, кстати, благодаря этому, что оно рыхлое, цветочки друг от друга немножко далеко, оно не так намокает от дождя. Капельки дождя скатываются, проваливаются туда, и соцветие отлично держит. Вот даже Ванила Фраз молодая, которая опоздала, вот она впереди, и то, видите, поникло соцветие. А эти стоят даже почти не мокрые. Что касается цвета, по цвету. У гортензии Фантом мультиколорный окрас. Я думала, они кремовые, а потом слегка розовеют и засыхают. Нет, мультиколор. Я в этом году увидела на штамбовых своих гортензиях, там немножко тенек, тут почти полное солнце у них, и соцветие больше розовеет. А с той стороны дома, где штамп вот этот маленький на газоне, солнышко полдня от террасы падает, и он мультиколорный, то есть кремовый, салатовый, зеленоватый, розоватый. Ну, как переливается, красиво-красиво. Наподобие, если у кого-то есть гортензия, я эту гортензию хотела, у нее вообще зеленые такие соцветия. Ой, забыла, напишу тут вверху, как она называется, эта гортензия. Так вот, у Фантома оно мультиколорное. Вот тут она более розовая, а на газоне я вам показываю, она играет оттенками, а на солнце невероятно красиво. Вот, рыхлая, мультиколорная, рослая. Кстати, у этой гортензии быстрее всего после обрезки, я весной всегда обрезаю, после обрезки зарастают срезы наши, если вам надо какую-то ветку совсем убрать. У нее очень толстые стебли и легко формируются. Кстати, из кустовой формы, без штамба даже, можно обрезкой более нижних вывести как мультиштамп гортензии, то есть оставить 3-4 ветки, они древесневеют и такой как зонт из гортензии сделать. Вот из Фантома это очень легко сделать, потому что у нее очень крепкие стебли. Рассмотрите свои кусты, если со штамбом там уже ничего не получится, попробуйте сделать мультиштамп.
Еще раз говорю, это 3-4 ветки. Сильно много не надо, чтобы такое было. Наподобие, как у меня пузыреплодник. Ну, там я переплетала ветви, а тут их можно направить строго вверх, поубирать нижние все более мелкие веточки, а у тех формировать расширенный зонт. Будет очень красиво. Ну, что еще я хотела сказать? То, что крепкие стебли, то, что она очень неприхотливая, морозостойкая, совершенно не требовательная к почвам, совершенно никаких у нее претензий нет. У меня суглинок. Удобряю я весной, а с макотом осенью, вот сейчас начала уже, а осенним удобрением я все и розы, и гортензии, и рододендроны. Хвойные удобрять в этом году вообще не буду ничем. Разрослись и так. Такие огроменные, стрижку все не дождутся. Ну что, все про гортензию фантом. Сейчас мы пройдем вот так вот медленно по ряду, и вы, я думаю, вы уже сможете определить, какая из них еще один мой фантом. И еще раз покажу маленькие свои штамбы из этого сорта. Ну, про этот сорт все. Увидимся в следующем видео. Расскажу вам, не знаю, про что расскажу. Или про сорт Vanilla Fraise, или покажу вам свои черенки, которые зимнего черенкования и летнего. И те уже вот такие большие. Ну, летнего чуть-чуть поменьше такие, а зимнего вот такие. До встречи на моем канале.